Так, ребятки, есть. Есть. Опа. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, прекрасный батька Ньоман сзади меня сейчас находится. И я приехала на него, чтобы порыбачить с ночевкой. Я ищу сейчас себе место для рыбалки на налима, на закидушки, на спиннинг и, возможно, даже на фидер. Посмотрим. Чуть уже не забыла свою кружку. Взяла, поставила. Вот так я и забываю все свои вещи. Здесь вот такая вот интересная, довольно-таки большая поляна с кострищем кто-то организовал. Мне кажется, что даже возможно, что косили траву. Вот здесь вот выход к берегу. Сейчас покажу. Выход к берегу. Места интересные. Видно, что под нашим берегом вроде бы находится глубина, если не ошибаюсь. И вот здесь вот течение ударяется прямо под него. И здесь у нас где-то яма должна быть, ребятки. Кайфую от осени, потому что именно осенью можно выбирать практически любые места, ведь людей на реках и на других водоемах почти нет. Где можно поймать налима? Налиму можно поймать на реке, налима можно поймать на стоячем водоеме. Ни разу на стоячем водоеме не ловила, но говорят, что он у нас есть на Вилейском водохранилище. В Беларуси он не занесен в Красную книгу. Это, конечно, хорошо. Мы можем его целенаправленно ловить до времени запрета. Налима ищут на чистых реках с быстрым течением и с довольно-таки холодной водой, потому что активность его наблюдается в основном во время того, когда температура воды понижается ниже 10 градусов, и питаться он начинает где-то от 7 градусов тепла, когда вода достигает. Здесь еще места, здесь обрыв. Обрыв – одно из тех мест, где налима также можно найти. Он любит обрывистые берега. И вот это вот достаточно перспективное место не только для ловли леща и другой рыбы, но и, конечно же, для ловли налимя. Отдельный момент касается мишек. Я сейчас нахожусь в той области, в которой они есть. Но я могу вам сказать, что я стараюсь просматривать места, в которые приезжаю рыбачить, и смотреть на следы животных на песке. Чаще всего все животные выходят поиться на водопой. У них есть своя тропа, по которой они ходят. Чьи-то следы, не могу понять, чьи. Больше на лося похоже. И вот лучше по этим следам смотреть когтистые лапки медведя, чтобы на него не напороться. Я могу вам сказать одно. Если я увижу где-то лапу медведя, я там не остановлюсь 100%. Щука, знаете, где может стоять? Вот здесь. Вот прямо вот здесь. Вот отсюда она может кормиться и выходить. Я специально поехала на сторону обрыва, я специально поехала на сторону леса. И сейчас посмотрим, какая здесь красота. И есть ли интересные места для меня по ловле налима. Гриб сбитый, значит, кто-то ходит. Место наезженное, как видите, кострище есть. Я вообще прочитала, что, оказывается, нам налима просто так не поймать. Его нахрапом не возьмешь. Нужно правильно выбирать места. Оказывается, нужно правильно искать эти места, понимать, где могут быть его дороги. И многие выбираются по несколько раз, по много раз, и не могут его вообще поймать. Прикиньте. Так что я молодец. Очередное красивое место с дубочками. Здесь заканчивается обрыв. Дальше идет подъем из глубины, и там снова обрыв. Это место мне нравится, я бы, скорее всего, его заняла. Вот. Единственное, что я хочу проехать дальше, посмотреть, что там. Потому что мне кажется, что там кто-то есть. Я хочу знать, кто здесь есть. Казалось бы, как далеко заехали. Казалось бы, какое дикое место. И все равно есть мусор. Я вот не понимаю. Ну вот как. Вот это да. Прикол. Дорога в другой мир. Ой, просто вот одного не могу было понять, да, как можно было вот в такой вот дичи все равно хоть что-то, но накидать, раскидать.
Вы не представляете, в какой дичи я просто здесь нахожусь. Какие здесь дикие места. Какашуличи-то. Ага, будем знать. Угу. Грибочки на каждом шагу. Вот такой вот большой костер. На самом деле такой костер больше похож на пристанище охотников. А знаете почему? Потому что, мне кажется, вот здесь можно полить останки животных, чтобы об этом никто не узнал и этого никто не увидел. Кинем. О, подожди, сейчас вот, подожди, 2 секундочки, маленький песик хочет. О, видите, аж к горлышку присосался. Молодец. Ой, кофеёсик сейчас попьем. Давайте кофеёсик попьем вот с такой вот вафелькой, а. Для фидера, ребят, уже очень холодно, поэтому единственный вариант это забросить закидушки на червя. Можно же забрасывать с разными крючками. Знаете вообще, кто главный браконьер в Беларуси? В курсе? Да, ты прав. Настолько на улице прохладно, что даже берусь вот за кружку, обычно горячая, сейчас нет. Сегодня до 0 градусов, ребят, хорошая погода. Налимдонная рыба питается со дна, поэтому поводки буду фиксировать к концу. Но 2 закидушки я сделаю так, чтобы поводок можно было регулировать. И на них буду ставить живого карасика, который я привезла с собой. Колокольчик ставлю. Вот они постоянно теряются, если не такие. Такой поставил, все. Вечные колокольчики. Главное следить, чтобы леска туда не залазила еще. Все. Сюда можно светлячка вот этот колокольчик засунуть. Вот и все. Это кто-то до меня здесь был и сделал вот такие классные палки. Только единственное, что он их не заострил. Я сейчас это сделаю. Оп. Нашла в лесу, приколите. Рамс, нет, это не тебе. Фух. Даже не устала искать. Жух. Отлично. Отлично. О, заставляет меня руки холодить. А, падла. Подлюка. Раз. Такая красота получается. Как вы думаете? Я думаю, да. Ну-ка, покажи, что ты живой. Живой. Так. Вот он, живец. Вот он, груз. Вон поводочек. И... Ребят, ну, за щуку. Слушайте, ну столько людей мне удачи нажелала. Опровергнем миф или не опровергнем? Вы не представляете, сколько людей на эту рыбалку пожелала мне удачи. Погода такая холодная. Все время до чего-то дотрагиваешься, сразу холодно становится рукам. Поэтому сейчас вот пошла за таким вот сухостоем. 100% это будет сухое, 100% это будет гореть. Сухостой. Вот такой вот, которым можно подходишь и делаешь, блин, не делаешь. Вот отсек. Хорошее, доброе дело сделано. И для себя кастри будет. Сейчас посмотрим, возьмется ли. Сейчас
вкусно. Ой, запах, как в детстве. Только в детстве простыми спичками распаливали, а сейчас вот такая удобная штука появилась, горелка. Еще 4 крючка для закидушек навяжу. А какой 4? Раз, два, три. Сейчас получается, надо, наверное, штук. Раз, два, три, 4. Это для этих закидушек, которые у меня. И надо все вязать, ребят. Надо вязать все. Ну и теперь, конечно, давайте покажу вам свою поляну. Здесь у меня стоит дастер. Сюда вот заезд. Мы его перекрыли для того, чтобы нам в палатку никто никуда и в шатер в наши вещи не заехал, потому что это поляна, отделенная от всех остальных. Через нее нету сквозной дороги. Здесь стоит прицеп. Естественно, все как обычно разбросано, но ничего. Вещи все равно в любом случае здесь другие тоже лежат, как видите. Что-то прячется от дождя. Есть тут возим всегда вот такой вот с собой пень сухой, для того, чтобы, если нечем будет распалить, можно было распалить костер, либо распалить баньку, либо распалить палатку, либо вот там вот, видите, горит, распалить костерчик. Здесь в палатке уже топится, естественно, печечка, потому что нужно куда-то заходить, периодически греться. Печка Intent топится на брикетах. Здесь костер. Здесь стоит моя походная кухня. Я вот не могу понять, как такое может быть, но именно туда, куда мы приехали, приехала машина. Возможно, это охотники, а возможно, это рыбаки. Возможно, нас просто ездят и проверяют регея. Вот такие вот дела. Вот. Но они поехали дальше. Вон туда. Думаю, что это охотники, судя по их тачке. Но ничего, если есть охотники, значит мы будем хоть чуточку защищены от диких животных. Так вот удобно сделали себе навес для того, чтобы прятаться от дождя, который сейчас периодически идет. Рядом же стоит палатка. Здесь у меня уже заготовлены мои мотовила закидушки. И здесь у меня вот такие вот тычки, на которые потом будем их устанавливать, и я снова буду пустить. Мне кто-то сказал, вот ты когда-то сама хоть что-то сделала, хоть какой-то столик, хоть то, хоть все. Нет. Потому что я смотрела ютубчик. Для зарядки таких батареек нужна специальная зарядная станция. И для этой зарядной станции розетка 220 вольт, прикиньте. И если у вас ее нет, то все, то все. Но у меня есть решение этой проблемы. Угу, благодарю. Да. О, ребяточки, хорошие новости. Пришла посылочка из Японии. Танака-сан, ребятки, Танака-сан. Вы скажете, да это простой, просто огромный пауэрбанк, который весит 12 килограмм. Нет, ребят, от пауэрбанка вы сможете зарядить, допустим, свой телефон от USB кабеля. Но 220 вольт у вас в пауэрбанке точно не будет. А в этой штуке, ребята, есть целых 4 розетки, через которые можно зарядить любые свои электроустройства. Чем мы сейчас, естественно, и займемся, потому что мне надо зарядить батарейки от моей электропилы. Кстати, кому интересно, как заряжаются батарейки от моего шуруповерта, электропилы, триммера, я могу сказать, заряжаются они очень просто от вот такой вот станции, которая может заряжать сразу 2 батарейки. Электростанции
есть вот такое вот электронное табло, на котором отражается уровень заряда. 83%, станция заряжена на 83%, и время ее использования. Обратите внимание, что станция оснащена кнопкой включения-выключения разъемов. Для того, чтобы наши все разъемы 220 вольт заработали, нужно нажать кнопку. Мы включаем эту кнопку, поворачиваем нашу станцию и смотрим изменения. Пишет, что станция сможет работать 16, 12, 11 часов в данном режиме при данной зарядке. Выходная, я так понимаю, вот эта вот мощность 8 часов, 7 часов, 6 часов. Вы скажете, в чем прикол? Дизельный генератор стоит в 10 раз дешевле, потому что если посмотреть на стоимость этого устройства, то, естественно, станет понятно, что оно стоит довольно-таки недешево. Но, друзья, все окупается качествами ее эксплуатации. Помимо того, что вы сможете все зарядить, вы сможете наслаждаться тишиной на природе, куда ее будете, скорее всего, брать. Слышите? Там тихонечко работает вентилятор, который встроен в это устройство. И больше никаких лишних звуков. Тихо. И даже собака спит. Храпит. Ну-ка, слушаем. Храпит собака, потому что что? Потому что ей не мешает. А если бы у нас работал дизельный какой-нибудь или бензиновый генератор, естественно, был бы громкий звук, и, естественно, была бы еще какая-нибудь вонь. И, как вы видите, на передней панели также расположены USB-разъемы. USB-разъемы, через которые можно подключить другие любые электронные устройства, ну и через вот такие вот разъемы можно подключить свой iPhone. Кроме того, станция оснащена специальной функцией автоотключения при перенагрузке. Как видите, электростанция оснащена еще вот таким вот дополнительным портом, посредством которого вы сможете к ней присоединить дополнительную батарею точно такого же размера и увеличить ее мощность в несколько раз. Для того, чтобы она не скользила по какой-либо поверхности, у нее есть вот такие вот специальные вставки. Мне кажется, они в какой-то мере даже из такого другого пластика какого-то сделаны, они прорезинены. Минимальная температура эксплуатации изделия — это минус 10 градусов, максимальная 45+. Для удобства переноса станции предусмотрены две вот таких вот ручки, за которые можно браться. Ну и, соответственно, станцию можно зарядить, используя вот эти вот специальные разъемы. Просто представьте, что от такого зарядного устройства вы можете подключить для зарядки целых 13 других устройств одновременно. Также вы можете спросить, а сколько же потом потребуется заряжать эту электростанцию. На самом деле в этой версии зарядка быстрая до 80% предусматривается за 50 минут, а полная зарядка всего за 1,5 часа. Кроме того, устройство можно зарядить от солнечной батареи и от автомобильного прикуривателя. Конечно, от автомобильного прикуривателя придется заряжать достаточно долго, потому что там выходная мощность совсем другая, но все равно сделать это вполне возможно. Насколько же хватит самого аккумулятора, встроенного внутрь? На 3000 разрядов и зарядов. 3000 на всю рыбацкую жизнь. А эти чурки пойдут на ножки для нашего стола, на подставку. И для того, чтобы нам его поставить, нам нужно будет сделать так. Вообще это больше похоже, конечно, на скамейку. Вставочки для него. Вот так. Маленьким трошки вот это все дело подправляем. Так. Кроме того, вот это все. Ой, трухля, конечно, ребят. Но ничего, мы же пробуем правильно робить. Все это очень прикольно, и можно делать, и оставлять после себя след, который никто не оценит, и потом, конечно же, это, скорее всего, спалит. Вот, поэтому легче заказать стол, я не знаю, там набор столов, как я и сделала на Танака-сан.
И прямо из Японии, чтобы тебе пришло, и этим пользоваться, возить с собой в машине, либо в прицепе, неважно, поставить на даче, но заказать и не мучиться вот такими вот всякими делами, не тратить на это время. Потому что оно-то прикольно, как говорится, труд облагораживает, однако мы не об этом. Так, сюда и... О, почти сейчас. Вот сюда. Да, я осуществила заказ на сайте Танакасан. Владельцы этой конторы, представители, узнали меня. Они смотрят меня и в Японии. И они приняли решение сделать подарок для всех моих подписчиков. Если вы проходите регистрацию на этом сайте, используете мой промокод Беларус, вы получаете целых 1000 йен, которые можете использовать на сайте как хотите, на покупки, либо на доставку, на свой счет прям туда. Хвостик карася. Kanske var det meningen att jag skulle fastna här ikväll. Сейчас. Оттуда. Опа. Опа. И давайте еще дровишку закинем. Нужно натягать так. Опа. Зарядились. Слушайте, не больше часа, наверное, прошло. Обалденчик. Значит, мы сейчас отключим и проверим, сколько заряда осталось в нашей станции. Опа. Отключаю это все дело. И у нас осталось 62% заряда, с учетом того, что мой телефон заряжен уже тоже на 70%. 62%. Потратила, получается, где-то около 25% на то, чтобы зарядить две батарейки по 4000 мА за минут 40 или час. Уже почти стемнело. Я надеюсь, что скоро начнутся какие-нибудь хотя бы поклевки. Всего лишь 6 часов вечера, темнеет совсем рано. И я собираюсь готовить кушать. Для того, чтобы приготовить кушать, мне надо что, Рамс? Мангал, на котором я потом в последующем обжарю в лаваше всю свою шаурму. Также для приготовления шаурмы мне потребуется помидорка, ёпсель-матрёпсель, Рамс, перчик, салатик, морковочка, масло для того, чтобы обжарить курочку, ну и, конечно, вкусная курочка. Вот такая курочка. Для нашей шаурмы нам нужно обжарить наше филе. Филе я замариновала очень просто. Я сделала его с солью, майонезом и смеси из специй. И обжариваем до готовности его. Так, пока нарезаю одну сторону, посмотрим, сколько влезет в один лавашек, соломкой и маленькими такими квадратиками, кубиками. И нарезаем мелкими кусочками. Раз, два, три. Бум. Фу. Ну, я думаю, вообще огонь. Морковочка.
красиво получается. Вот такая, друзья, шаурма у меня получилась. Я надеюсь, что очень вкусная. Возьму вот самую маленькую, самую зажаристую. Оп! Красота! Ребята, это в 1000 раз вкуснее, чем покупная. Я это отвечаю. Это очень вкусно. Это просто пальчики оближешь. Да, наживляю каждую закидушку. Надо, наверное, хотеть проверять где-то, ребят, каждый час. Потому что, может быть, не слышно, ветер, все дела пока. Шо, сходил, проверил, все. Вот у меня навязаны поводки. Я сейчас собираюсь пойти и поменять парочку поводков вниз по течению, которые у меня стояли на хищника. Ну, во-первых, меняем длину от стопора до стопора. Снимаем поводок на живца. Кстати, вот здесь, походу, кто-то пытался его дряпать. Простой короткий поводочек на налима и максимально его углубляем. Так. Ребят, дрова горят, видите? Казалось бы, что на улице сыро, дождь шел, все дела. Ну вот вам, пожалуйста. Ну что, первое, я рада, что в палатке тепло. Второе, я рада, что есть костер. Третье, я сходила, перезабросила все закидухи, на каких-то объела червя, на каких-то ничего вообще не объела. Но я подожду еще чуть-чуть, если что, потом перезаброшу. Сейчас нужно поставить, кстати, на зарядку. Опа! Батарейку от фотоаппарата. Что есть экофлоу. Сейчас мы его подключим. Оп. Сзади здесь нащупаем разъемчик. Жух. Надо червяка. Ребят. Пока ничего, ребят. 10 с чем-то и пока ничего. Ну вот, наконец-то, одного маленького нашла. Вот и есть его тропа. Вообще, ребят, практически под берегом. Это говорит о том, что нужно забрасывать вообще под берег. О, и наконец-то с камушком сработало. Ой, совсем маленький ментузик вот такой вот. Ой, какой-то. Вот такой. Совсем. Еще детенок. На червя. Значит, где-то должен ходить его родитель.
Оп. Он отпустил. Червячка всего сожрал. И, конечно, этого малыша мы отпускаем, оп, обратно. Наживляемся заново. Снова наживляю пучок червячка. И могу вам сказать, что клюнул под берегом, недалеко от подводного дерева такого. 7:30, и я встала, чтобы идти проверять закидушки. Костер, кстати, после того, как подложили довольно-таки большие бревна в него, практически сохранился. Сейчас я сверху доложила на оставшиеся угли новые дрова, и все сразу же загорелось. Справа все проверила. Одно объела, остальные все остались целыми. И пойду сейчас проверять влево. Там вообще выбрала новые места. Посмотрим, клюнуло ли там что-то. Да, какая-то рыбка вон. Опа. Оп. И еще один малыш. Я, конечно, думала, что здесь на лемяу будут трохи побольше, а не вот такие вот маленькие. Зато посмотрите, какой он красивый раскраски, темненькой. О, какой в перспективе должен вырасти красавец. О, и всех червячков ему отдадим. Хай забирает. Давай, дружище, как ты был, рос большой, красивый. И никому не попадался, потому что это я тебя отпускаю. Я знаю, что другие тебя не отпустят, потому что все остальные гады. Все, отпустила. Оп. Попахивает наедаловым, понимаете? Кто-то где-то что-то приврал, обманул. А зачем, непонятно. Ну что, вроде бы приготовилась. Значит, в лук нарезанный я вбила 2 яйца. Сверху на батон это все. Еле зажарила. Оно было сначала мокрое, слушайте, но потом подержала на решетке на костре. И вот они прям такие какие-то, мне кажется, даже очень даже хрустящие сейчас будут. Ну что, ребят, завтрак готов. Не знаю, как будет на вкус. Я надеюсь, что будет все тип-топ. Ну, попробуем. Давайте. Самый маленький, такой бутербродик. Ну, вроде хрустящий сейчас. Вообще ничего. Вы скажете, нафиг оно сдалось, это Кафлоубай. Я могу вам сказать, что если вы выбираетесь на рыбалку, либо в туристический поход, либо куда-то на природу больше, чем на 2-3 дня, вам обязательно понадобится электроэнергия. Ну а тратить вечно бензин из машины вы тоже не сможете, потому что прогревать ее вечно, помимо того, что это не экологично, нельзя возле водоема. У меня сейчас работает от EcoFlow мое кольцо, плюс у меня заряжается один телефон, второй телефон, у меня заряжаются батарейки на GoPro, у меня заряжается батарейка
на фотоаппарат, батарейка на вот эту вот кольцевую лампу. Заряжаются батарейки. Одна на 4000 мА, вторая на 8000 мА для моих электроинструментов Redwerk. Плюс заряжается еще и сама GoPro. Все это стоит. Выходная мощность, сейчас скажу сколько. 195 ватт, 188, она постоянно меняется. Показывает, что в таком режиме станция может работать 2 часа, 38 уже процентов. Самое главное, если вы хотите что-то купить на сайте ecoflow.by, промокод рыбачка, скидка на любую продукцию 5%. Пользуйтесь! Это вот место вдоль травы. Я уверена, здесь должен быть хищник. Я уверена на 100%, понимаете? Единственное, что можно теперь попробовать сделать, если не клюнет на воплях, это попробовать. Видите, там он малек прыгивает. Попробовать побрасывать. Колебалочкой. Колебалкам взяла только проверенные с собой всякие. Сейчас. Ну, допустим, на такую здесь может 100% взять. Либо на металлического цвета. Ну, попробуем сейчас и на то, и на то. Ну, не может быть, что вот под этим берегом на участке, там даже 150 метров щуки не было, понимаете? Ну, этого не может быть. Другое дело, что мы не можем ее поймать, это да. Запустила сейчас блесну, подальше туда забросила, и потом подождала, пока ее снесет течением. Ближе, 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 все ближе и ближе к траве. Вот ее сносит, 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 сносит. Ну, к месту, где я предполагаю, что может быть щука, хищник. И вот, вот, до сих пор блесна продолжает работать и продолжает идти ближе к траве. Ну вот, теперь главное там не зацепиться, короче. Только что был, ребят, удар. Щука была. Фух. Не крупная, 100%, но была. Было очередное касание. Блин. Что-то не захотела опять. Маленькая, что ли, совсем? Я вот даже не знаю. Чего? Давайте я затаюсь трохи вот тут. Чтобы она меня не видела. Так она меня просто видит и боится. А? Как вы думаете? Может такое быть? Я забрасываю. Делаю паузу. Оп, опять было. Видела? Видели? Сколько у меня уже, ребят, было поклевок, и спиннинг рыбу не завязал. Я понимаю, что да, я там, может, не подсекаю. Все видели, знают, как я ловлю. Но с другим-то спиннингом у меня рыба засекается. А тут вообще просто как будто я не знаю. Ближе к лагерю вот подхожу, и вон, смотрите, кто бежит. Рыжий, 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 рыжий пес, рыжий, рыжий, рыжий пес, рыжий, рыжий, рыжий пес, рыжий пес, рыжий пес. Ну что ты? Ну что ты? Ну что ты? Да, я тут щуку пытаюсь поймать. Так, ребятки, есть. Есть. Опа. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Сейчас заведет корягу. Ё-моё. Щучка, ребятки. Я же говорила, она здесь есть. Уху. Есть. Сошла, сошла, сошла.
Ну что, друзья и подруги, рада, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, кто-то даже посмотрел до конца. Это был очередной выезд на реку. Я была на реке Неман. Я ловила на закидушке налима. Ну и потом немножко погуляла со спиннингом. Налим был, но налим слишком мелкий. На самом деле я от этого места ожидала гораздо больше. Поклевки последовали во второй половине ночи на червя. В абсолютно непонятном для меня месте. Но я все равно рада. Это был очередной выезд. Ссылки на все ништяки, которые я показывала в видео, промокоды я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чеши. Пока.